Приветствую всем, кто меня видит и слышит. Я Гарги, и это 4-я серия «Стальной алхимик. Братство». И прежде чем мы начнем просмотр, будьте добры, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Погнали! 4-я серия. Страдания алхимика. Страдания алхимика. Это Какой-то ты, военный. железнокровный алхимик Баск Грант, верно? Воск. А ты кто такой? Алхимики, которые свернули с пути истинного, должны умереть. Значит, Опять это какой-то ты тот фанатик. серийный убийца, который нападает только на государственных алхимиков. Ну что ж, ты выбрал противника, который тебе не по зубам. Ну это чисто такой военный алхимик, видимо, абсолютно не такой, как быстрый. Получай! Эдвард, не исследователь Как или тебе ученый. такое? Это чистый вояка, Проще простого. как Армстронг. Или как Мустанг. Что за... Тоже алхимик, Умри! у которого способность разрывать башку. Красивый переход. Очередной государственный Класс, Луна. алхимик? Наш убийца очень силен. Майор, будь осторожен. Как бы тебе не стать его следующей жертвой. Да, сэр. Ну вот и еще один. Или кто? О, лично фюрер приехал. Ваше превосходительство, что вы здесь делаете? Мне сразу доложили. Подполковник Хьюз, вы возглавляете следствие по этому делу. Да, сэр. Если вам понадобится помощь, только скажите. Этот предатель не должен уйти безнаказанным. Есть? Ну, кто-то мочит самый крутой актив армии, как видимо. Лейтенант Брэда, Да. Черт. Полковник опять завалил нас бумажной работой. Ну, Эй, Хавок, может, возьмешь себе хотя бы половину? У самого работы выше крыши. А кто это у нас? Лейтенант Йоки. Мошенник, который набивал себе карманы за счет угольных шахт в Юзвилле. Братья Элрики вывели его на чистую воду, и он ударился в бега. ну этот сюжет Фьюри, вырезали. что там с нашим радио? Похоже, приемник накрылся. Придется его ремонтировать. Готово. Эдвард, Альфонс! С возвращением, ребята. Полковник вас уже ждет. Успех в Леоре полностью ваша заслуга. Примите Спасибо. мою благодарность. Да Спасибо. ладно, мы сделали это не ради тебя. Значит, философский камень оказался пустышкой? Фигня. Подделка. Камень был подделкой. Облом. Но его сила была просто невероятной. Он смог создать огромную химеру. Интересно, как он применял этот камень для подобных существ? Мы плохо знакомы с этой областью живой трансмутации. Но это очень интересно. Ведь знания из этой сферы могут пригодиться, чтобы вернуть нам наши тела. Да. В таком случае, почему бы вам не пообщаться со специалистом? Алхимик, связующий По жизни, химерам? Шутакер. Он ученый, изучает трансмутацию химер, я вас познакомлю. Это все ради нас, полковник? Он что-то задумал! Он явно что-то задумал! Перестань меня подозревать! Мы просто сочтемся за леорское дело. Быть у вас в долгу для меня просто невыносимо. 2 года назад Такер успешно создал химеру, которая понимала человеческую речь, и за это получил звание государственного алхимика. А, Понимала нашу речь? То есть она говорила? Химера? с разумом, Да. то есть что-то Она существо с говорила. разумом. Но только одну фразу. Я хочу умереть. После Хреново. этого она перестала есть и вскоре умерла. Мило. Какой огромный дом. Брат! Собачка. Сколько у нас гостей! Милашка.
Надо было держать песика на привязи. Простите за беспорядок. С тех пор, как жена сбежала от нас, дом в таком состоянии. Что, помыть посуду, что ли? Не может. Ну, Я так. очень рад с тобой познакомиться, Эдвард. Я алхимик, связующий жизни, Шутакер. Его интересует трансмутация живых существ, и он хотел бы ознакомиться с вашими исследованиями. Конечно, я не против. Вот только, если ты хочешь узнать мои тайны, ты должен показать, что за тайны у тебя. Алхимики должны помогать друг другу. Так почему тебя интересует трансмутация живых существ? Если честно, он... Полковник. Ты Ну, видимо, пытался он ему воскресить расскажет. свою мать? 11-летний мальчик? А может, не стоит всем это рассказывать, а? Понятно, почему тебя зовут Стальной Алхимик. Вам пришлось немало пережить. Не знаю, пригодится ли вам это, но давайте я вам покажу, над чем работаю. Вообще, основной закон алхимии как-то наказывается, интересно? Это что, трехглавая... По иронии судьбы, О. я считаюсь признанным авторитетом по части химер, но, если честно, сейчас дела обстоят неважно. Ух ты! Ничего себе! Это моя библиотека. Смотрите Класс. все, что хотите. Хорошо, я начну с этой полки. Тогда я начну с той. А я вернусь к работе. Вечером я пришлю кого-нибудь за ними. Поразительно, как они сосредоточены. Они уже отсекли все голоса вокруг себя. Ну, а то... Они на самом деле гении, верно? Да, самородки мирового масштаба. Самоучки смогли создать самое страшное, что может быть. Чего? Повыше, повыше! Ну, даже в такой жизни, как у них, Что ты вытворяешь? должна быть радость. Нина захотела со мной поиграть. Иначе Эй, сойдешь с разве ума. мы за этим сюда пришли? Да ладно. Облом. Александр говорит, что тоже хочет поиграть. Ах ты наглая псина. Сейчас поиграем. Говорят, что лев охотится в полную силу даже на кролика. Так что Эдвард Элрик готов и телом, и душой сразиться с этим чудовищем! Спасайся, кто может! Шкуру содрет и шашлык из нее сделаю. Эй, шеф, я пришел отвезти вас домой. Что вы делаете? Назовем это паузой в изучении потока информации. Нашли там что-нибудь Пауза в полезное? изучении потока информации, надо запомнить. Вы можете прийти к нам завтра. Ты к нам еще придешь? Хочешь завтра снова поиграть, Нина? Да! Мистер Такер, у меня для вас послание от полковника. Он сказал, не забывайте, день аттестации уже близок. Да, я помню. Хорошо. Так, у нас тут... Папа, что такое аттестация? Это проверка. Раз в год государственный алхимик должен отчитаться о своих исследованиях. В прошлом году твоим папой были не очень довольны. Если провалюсь и в этом году, меня лишат этой должности. Что? Ты справишься, папочка! Ты же так много работаешь! Ты права. Мне нужно постараться. Или это будет конец. Ну, серия такая, больше информативная, чем требующая какого-то философского разбора на самом деле.
Тут у нас новый противник появился, который мочит всех гусал-химиков без разбора. Видимо, у него на них большой зуб. Значит, Эдвард с Альфонсом рано или поздно с ним столкнутся, что скорее всего. Этот тип какой-то очень мутанный, Шоу Такер. И я склонен доверять Эдварду. Видимо, Мустанг что-то реально задумал. Что-то он задумал. Решил совместить это приятное с полезным, так сказать. Решил убить двух зайцев одним махом. И долг отдать, и какую-то дичь задумал. Может быть, они ему помогут аттестацию сейчас пройти, потому что, вот, по-видимому, он очень за этого переживает. Кстати, не сказать, что это такой слишком уж хороший тип, потому что создать существо, которое только и думает о самоубийстве, где прислуха. Погнали дальше. Твоя мама ушла от вас 2 года назад? Папа сказал, что она вернулась обратно к родителям. Ясно. Наверное, тебе одиноко, ведь вы с папой совсем одни в таком большом доме. Нет, нормально. Папа у меня хороший, а еще со мной Александр. Но последнее время папа все время сидит в лаборатории. Ну да. И мне немного одиноко. Они это понимают. У меня плечи затекли. Тебе надо немного размяться. Отличная мысль. Смазку бы, да? Эй, песик! Пойдем побегаем. Шашлычок. Нина, пойдем с нами. Так, у нас тут на фоне счастья Не депрессуха. забывайте, день аттестации уже близок. Вот скажи, почему он охотится только на государственных алхимиков? Если б его целью были военные, он мог бы нападать на всех солдат без разбора. Алхимики обладают сверхспособностями, и их не так-то легко убить. Тем более, если они имеют звание государственных. Не, ну если их убивать, то Может, это это очень... звание и есть причина? У них отличная зарплата и уйма особых привилегий. Наверняка многие им завидуют. Говорят, что алхимик служит народу. Алхимик должен стремиться познать истину. Но, получая звание государственного, он автоматически становится оружием в руках военных. После гражданской войны в Ишваре многие люди затаили на нас злобу. Ну, видимо, они там жесткий геноцид учинили. Если вспомнить того алхимика, Разрешите который был в доложить. начале серии, то это вообще... Вчера в 9:30 на железнодорожной станции центра местные работники видели мужчину с огромным шрамом на лице. На станции? Значит, он пытается скрыться? До получения звания наша жизнь была далеко не сахар. Мы были бедны. Моя жена не смогла смириться с такой жизнью, и она ушла от нас. Мне нужно пройти эту аттестацию любой ценой. Я не хочу возвращаться к прежней жизни. Ну, может, они как-то... Не тебе бойся, помогут. папа. Если они скажут нет, мы с Александром придем и отругаем всех этих важных людей. Нина, ты очень смелая. Нина, хочешь поиграть завтра с папочкой? Правда? Да. Александр, папа будет играть вместе с нами. Ну, проблемами, а место этому всегда должно быть. Привет, мистер Место Такер. семье. Спасибо, что снова нас пригласили. Что? Мистер Такер! Нина, привет! Так. Сюда случайно не зашел этот? Мистер Такер? Вы же дома, Это отзовитесь. случайно не зашел этот случайно? этот? Привет. Нет, никто не. Я сделал это. Я закончил свой продукт. Химера, которая понимает человеческую речь.
Смотрите. Слушай меня. Его зовут Эдвард. Эдвард? Да, молодец. Потрясающе. Она правда говорит. Да, теперь меня точно не лишат звания государственного. Эдвард. Что-то не то. Какое-то что-то слишком все очень темно. Эдвард. Братик. Твою мать. Мистер Такер, Химера же состоит из А двух когда вы существ, получили свое слитых звание? вместе. Это было 2 года назад. а когда от вас ушла жена? 2 года назад. Можно я вас кое-что спрошу? Куда подевались Нина и Александр? Этот гнида. Как же я ненавижу таких сообразительных детишек. Тебе, чувак, хана. Брат, Теперь я все понял. Оторви ему башку. Ты сделал это снова. 2 года назад это была твоя жена. А теперь ты использовал свою дочь и собаку, чтобы создать химеру. Оторви ему башку, а? Потому что на работу с животными существуют ограничения. Гораздо проще ставить опыты над людьми, верно? А что это ты так разозлился? Человечество добилось прогресса именно за счет бесконечных опытов Опять над людьми, 25. так? Ты же ученый. Ты... Замолчи! Думаешь, тебе так просто сойдет это с рук? Все та же тема. Ты же играешь с Ограничения человеческой физических норм. жизнью! С человеческой жизнью? Да, с человеческой жизнью. Стальной алхимик. Твоя рука и нога, а также твой брат. Это ведь все тоже результат игры с человеческой жизнью. Да, и они не за это так ли? поплатились. Нет! И они за это заплатили сполна. Мы с тобой одинаковы. Ты и я. Неправда! Правда. Правда. Нам представилась возможность, и мы ее использовали. Хотя мы оба знали, что нарушаем запрет. Нет! Тебе башку бы оторвать. Я не... Алхимики не делают такого! Я не такой! Брат, еще один удар, и ты его убьешь. Пошли. Папа. Тебе больно? Папа, тебе больно? Господи. Папа. Можно как-то опротить, переделать? Прости, но даже с нашими способностями мы не можем вернуть тебя прежнюю. Ты уверен? Мне жаль. Мне так жаль. Давай поиграем. Давай поиграем. Я успел как раз вовремя. Теперь я снова буду государственным алхимиком. Неужели из-за этого звания, слушай? Боже. Никакой ты не государственный алхимик. Ты само зло! Давай поиграем. Черт! Слушайте, как противно на это смотреть на самом Можно деле, подумать. если честно. Что на это преступление его надоумил сам дьявол. Мустанг об этом Дьявол, знал, говоришь. интересно. Но на службе, если государственному алхимику приказано отнять жизнь, он должен слушаться беспрекословно. Что касается чужих жизней, то здесь действия мистера Такера вполне согласуются с нашей позицией. Да ладно. Мы сами выбираем этот путь и знаем, на что подписались. Верно? Нет, Стальной ни алхимик. хрена. Это Ты совсем наверняка другое. еще не раз столкнешься с подобными делами. А однажды тебе и самому придется заморать руки. Неужели будешь так убиваться после каждого случая? Он и так по Пусть уши. нас называют армейскими псами, пусть нас проклинают, но мы с Аллом вернем себе наши тела. Мы вовсе не демоны. И уж точно не боги. Мы люди. Мы люди!
Мы не смогли спасти даже одну маленькую девочку. Какие же мы жалкие. Твою мать. Почему меня никто не понимает? Короче, Нина. поражение за поражением они... И почему я сейчас рад этому типу, а? верно? Кто вы? Вы же не из армии. Нет. Как вы сюда попали? Ну таких как Там ты, на ноль. входе стояла охрана. Алхимики, которые свернули с пути истинного. Должны умереть. Оторви ему башку хотя бы. Кстати, как это он делает без преобразовательного круга? Он что, тоже в свое время Папа. похулиганил? Папа. Папа. Бедняжка. Однажды став химерой, уже нельзя опять стать человеком. По крайней мере, ты умрешь без страданий. Правильно. Господи. 2 души вернулись к тебе. Прошу, Нет, так прими нельзя эти было, надо души в было. свои объятия и даруй им вечный покой и спасение. О, какие красные глазки. Ну, слушайте, это опять продолжение темы того, что было в прошлый раз. Опять снова какой-то больной психопат поиграл с человеческими жизнями. Эдвард и Альфонс, видимо, сейчас так жестко обеспокоены этим моментом, потому что они сами через это прошли, они были, вот что самое интересное, на месте этого человека. Нет никакой разницы, воскресить человека или испоганить жизнь другому разными экспериментами, которые необратимы. Нету разницы. Очень погано, противно. Вообще, если честно, как они вообще такие истории придумывают? Как можно их потом анализировать? И что самое интересное, ничто не предвещало. Из-за бедности свою дочь через это провести, сперва жену, а потом дочь. Ради чего? Это что за такой повод из-за денег, из-за состояния жизни? Он что, издевается? Честно сказать, это дело не в этом, дело в признании. Это какой-то больной псих, который хотел признания, которое он получил в первый раз, а второй раз не получил. Ну, не знаю, я думаю, что дело не в деньгах, потому что за больная тема? Это как можно маленькую девочку, с маленькой девочкой подобное поступать? Это же, он же понимал, что это необратимо. Ладно бы он крал бы людей, детей бездомных подбирал бы и на них бы ставил бы опыты. Но, нет, конечно, это тоже неправильно, но свою дочь, это капец. Это просто невыносимо. Вот сейчас интересно, что Эдвард над этим думает. Вот Эдвард что над этим думает? Пытался воскресить мать. Вроде бы получилось, но это было через такое безобразное существо, что, можно сказать, он вообще подверг какое-то бедное безобразное существо, которое, возможно, являлось его матерью, просто неописуемым страданием еще после смерти. Поэтому он так взбесился. Но знаете, как говорится, сделать ошибку и исправить ее, и сделать ошибку, а потом ее не исправить, вот это ошибка. Хоть кто-то это осознал, хоть кто-то через это переварил. Они за это расплатились, очень сильно расплатились. С собой они расплатились. Этот гнида своей дочерью расплатился подобными действиями. Ну, что сказать по поводу, кстати, этого такого интересного персонажа, который, и, честно сказать, смешанные чувства. Я знаю, что он сейчас должен столкнуться против Эдварда и Альфонса в любом случае, рано или поздно, это ясно как день, но уважуха и респект за то, что он грохнул того сволоча. 100%
эти вояки собирались его еще использовать, потому что он какую-то классную тему раскрыл, а бедную девочку, ну, правда, надо было умертвить, потому что это жизнь, это не жизнь, это какая-то мука. Ладно. Закончим на хорошей ноте. Спасибо огромное, что были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до следующего раза увидимся на 5-й серии Стального Алхимика Братства. Удачи!